Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами Афродита, богиня любви, плодородия, покровительница семейного очага и прочее, и прочее. И будем мы сейчас вызывать вам женихов, дорогие женщины. Ритуал, который я подарю вам, можно провести только совместно с практиком. Если вы одни это сделаете, у вас может либо не получиться, либо будет вызов тех людей, которые абсолютно нежелательно, чтобы они в вашей жизни появлялись. Учтите это. Это самостоятельно не может делать обычный человек. Либо у человека должна быть очень сильная энергия, но это очень большая редкость. Если вы хотите рисковать, можете рисковать. Этот ритуал можно сделать только совместно с ведьмой. Далее. Вначале вы обращаетесь к ней. Она с вами работает. Что нужно делать, я практикам это покажу, отправлю. Берет она ваши фотографии, открывает эту дорогу к любви, к браку, к алтарю. Только после того, когда она скажет, что теперь можно вам провести, вы проводите. Что она делает, как она открывает, это уже ее дело. Она открывает те дороги, те порталы, откуда судьба призовет в вашу жизнь достойного человека. Иначе вы можете вызвать в свою жизнь кого угодно. Хоть воров, хоть мошенников, хоть ловеласов, хоть но абсолютно непригодных личностей. Поэтому прислушайтесь к моему совету. Тем, кому я проводила чистки, женщины, которым я должна была, то есть с которыми мы говорили, что, может быть, когда-нибудь она решится и на вызов мужчины, можете мне написать. То есть те, которые у меня уже чистились, и они решили сейчас, что они готовы вызвать мужчину в свою жизнь, напишите, я вам это проведу. Возраст не имеет значения. Социальный статус в том числе получится у любой из вас, только в том случае, если вы изначально работаете совместно с практиком. Я еще раз вам говорю, дорогие женщины, дело не в том, что мы не хотим, чтобы вы что-то делали сами. Дело в том, что у вас может не так получиться, если человек, который знает уже эти законы, не откроет вам дорогу. Она должна за вас попросить открыть вам эту дорогу к счастливому браку, к достойному мужчине, по крайней мере, с достатком. После этого вы можете это провести, у вас получится. Все те, которые проводили, встретили достойных мужчин. У меня была знакомая, сейчас даже скажу, как ее звали. Так, Людмила. И они с дочерью приезжали. Просто я сказала, что тот мужчина, который рядом с дочерью, это не тот человек. Время это показало, действительно так. И примерно вот таким образом мы вызывали мужчину ей. Вы знаете, она вышла замуж за очень неплохого парня. Он работает в Сенате и так далее, и так далее. Они с Ростова, они много лет здесь жили, как могли, как у них получалось. Отличные они люди, но вот как бы так трудно им давалась жизнь. В конце концов, они устроились здесь. Появился человек достойный. Если бы она сама провела, неизвестно, кто бы появился в жизни. Поэтому я вам еще раз говорю. Этот ритуал только совместно с ведьмой. Самостоятельно проведете, пеняйте на себя. Обращайтесь, человек вам открывает это все. После того, как открыл, через несколько дней вам дают дозволение самой это провести. И вы проводите. У вас будет огромный выбор мужчин, и среди них вы выберете того, кто вам более всего подходит. Что для этого нужно вам? Для начала начнем. На всякий выписала, чтобы не забыть. Значит, абсолютно белый лист бумаги. Можете хоть, я не знаю, огромный там лист взять, только постарайтесь свои, как бы, требования немножко так поскромнее.
Ну, чтобы не был президент страны, на всякий случай. Белый лист бумаги. Вам нужно взять бокал с водой, обычной проточной водой, растворить мед, ложку меда. Если мед не любите, сахар, но желательно мед. Вам нужно абсолютно белое полотенце. Покупайте это белое полотенце, не торгуясь. Либо рассчитайте такую сумму денег, чтобы не взять сдачи. Вообще белое полотенце. Не обязательно большое. Можно средних размеров, можно маленькое. Не салфетка, полотенце. Абсолютно белое. Берете. Итак, бумага белая, мед, ложка меда, чайная ложка меда, растворенной в воде, с бокалом ставите на алтарь. Цвет можно черный, либо красный, то есть на алтаре. Далее вам нужны красные чернила. Вот ручка. Можно гелевые, неважно, как вам удобно. Но чтобы они были красные чернила. Красная свеча, которая должна после работы догореть до конца. После чего вы... скажу, что вы делаете потом. Итак, после того, как вы обратились к практику, она открыла вам эти порталы и дороги, за вас попросила, берете бумагу, пишите там таким образом. Не придет или пусть приходит. Ко мне идет жених. Ко мне идут женихи. И список. Внешность опишите. Там голубые глаза и так далее, так далее. Не обязательно, чтобы все совпало, но чем больше вы как бы четче это скажете, тем больше будет совпадений вашего избранника. Значит, внешность. Опишите там высокий или наоборот там невысокого роста. Каждый предпочитает свое. Как хотите. Написали. Интеллект. Начитанный, либо, не знаю, имеющий там профессию, либо спортсмен, каким вы хотите, какого типа человек вам нужен. Национальность даже можете дописать. Европеец, или азиат, или восточный человек и так далее. Достаток. Пишите. Там дом, машина, счет в банке, фирма своя и так далее. Пишите, не скромничайте вот в этом. Можете описать сколько хотите. Чем больше вы напишете, тем больше совпадений будет. Из этих 100 требований 70 совпадет. Характер. Спокойный, нежный, там, покладистый и так далее. И требования от него. Чтоб любил, заботился, чтобы... Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Надеюсь, что вы меня поняли. Итак, начнем. Вы это написали, читайте 7 раз над этой бумагой. Через ведьмину силу врата открылись. Судьба притянет ко мне женихов, любящих, щедрых, добрых, богатых, как много песка в море, как много рыб в косяке, как много капель в океане, столько женихов ко мне, да ухажеров ко мне. И все просят моей руки, и все готовы вести под венец, кормить, поить, одевать и любить. Все богатеи, все добры и красивы. И как солнце всем нужно, так и я им всем нужна и мила. Да будет так. Читаем 7 раз. Потом, когда это прочитали над написанным 7 раз, берете бокал меда, сверху опять же 7 раз на воду с медом читайте. Как на мед пчелы слетаются, так на меня слетитесь, женихи. 7 раз прочитали. Берете бумагу,
положите прямо на шкаф, открыто, не нужно никуда закрывать. Оно должно быть открыто, чтобы Вселенная эту информацию видела. Говорите, опять же, 7 раз. Мои слова да богам в уши. Что попросила, получу. Все, забыли про это. Положите в такое место, куда вам все время лазить не надо. После того, как вы это все сделали, оставляйте свечу догореть на столе. В тот же день или на следующий, если вы ночью проводите, берете огарок свечи, который уже догорел, 13 монет и белое полотенце. Идете, где есть куст или дерево, в какой-нибудь парк, например. Огарку свечи оставляйте под деревом, сыпите монеты туда, говорите «откупилась», потом кидаете это полотенце прямо на ветку или на куст, неважно куда. Вот так повесили и говорите, что сказано, то сбудется. Отвернитесь и идите домой. И через некоторое время за вами просто начнется охота тех мужчин, которые вы хотите, которых вы обрисовали. Вы даже забудете об этом, а оно уже начнется. Еще раз напоминаю, если вы хотите, чтобы у вас получилось успешно, а не как-нибудь, не пришли в вашу жизнь всякие-всякие, проведите этот ритуал совместно с ведьмой. Она должна вам открыть порталы, попросить за вас, подготовить почву, а потом уже вы сами проведете. Всем удачи!